А в этот раз я взял его, горячий кипяток, засунул в ведро с водой. И, короче, капец, посмотрите, все запотело. Здесь все запотело, здесь запотело, все, видите. Мы с Люси все еще в Гоа. В прошлой серии во время съемки массажа у моего телефона запотела камера. Снимать стало невозможно. А где искать мастерскую, непонятно. Во-первых, он был на зарядке постоянно. Во-вторых, был включен навигатор. В-третьих, была включена камера. Вот он постоянно грелся. То камера отключится, приходилось его остужать. Я остужал его водой, да, брызгал на него сверху. Благо он влагозащитный. IP68 уровень защиты. А в этот раз я взял его, горячий кипяток, засунул в ведро с водой. И, короче, капец, посмотрите. Видите, запотело, все запотело, все запотело. Здесь все запотело, здесь запотело, все, видите. Поэтому у нас сегодня сбой в программе нашей. Сейчас у нас задача, надо как-то привести его в порядок. Либо как-то высушить его, либо тогда покупать новый. Ну, мы сейчас заехали, что-то здесь S24, что-то космос цена космическая, $1500. Поэтому попробуем его высушить. Сейчас пока ехали, пошел дождь. Вот мы здесь прячемся от дождя. Я уже мысленно был на массаже. Люся после массажа, вся в масле, расслабленная, но отдохнуть не удалось. Домой заезжать некогда, сразу отправились искать ремонт. Первым делом мы написали местным экспатам. Кстати, совет в копилку. Если в путешествии случается что-то нестандартное или просто не знаете, куда податься, загляните в телеграм-группы с местными экспатами. Это те же наши люди, только временно живущие за границей. Обычно они охотно помогают соотечественникам, но в этот раз мы быстрого ответа не получили, поэтому решили действовать по обстоятельствам. Местные жители направили нас в соседний город Мапуса, в 15 километрах отсюда, в магазин бытовой техники Samsung, сказав, что поблизости подобных сервисов просто нет. Отправляемся туда. Мапуса – небольшой городок в северном Гоа, расположившийся вокруг горы Альта, на берегу реки Мапуса. Несмотря на близость городка к туристическим пляжам, вид туристов вызывает неподдельный интерес у местных жителей. Чем глубже мы заезжаем в город, тем чаще ловим на себе любопытные взгляды. Магазин Samsung. А вот и наша цель – магазин Samsung. Как всегда, возле входа обувь. Придется снова разуваться. Samsung оказался совсем небольшим магазином с очень скромным ассортиментом. Услуги по ремонту телефонов у них не оказалось, но нам дают адрес и направляют еще дальше в город. На всякий случай узнаем цены на телефоны. Новый Samsung S24 стоит около $1500. Я надеялся, что в Индии цены на технику будут более демократичными. Теперь надежда только на мастера по ремонту. Снова в путь. По дороге проезжаем мимо зеленых рисовых полей. Это очень красиво. Кстати, Индия второй в мире производитель риса. Представьте себе, 125 миллионов тонн в год. Это гора риса высотой с Эйфелеву башню. Продолжаем удивляться Индии. Вот здесь телки на пляже загорают. Все, у них сиеста. А на соседнем поле нам встретилась вот такая релаксирующая компания. Водяные буйволы и цапли. У них отличный тандем. Буйволы кормят птиц клещами, вшами, слепнями со своего тела, а цапли, как санитары, помогают им избавляться от паразитов. Похоже, поломка телефона потихоньку превращается из проблемы в отдельное путешествие. Сегодня мы увидели Гоа совсем с другой стороны. А вот мы проезжаем мимо местной школы и становимся свидетелями какого-то мероприятия. Дети соревнуются в танцах, мамы сидят в сторонке, болеют за своих. Все как и у нас. Мы заметили, что чем дальше отъезжаем от Морджима, тем свежее становится. Ветер подул прям холодный. Мы решили зайти в кафе, когда с неба упали первые капли. И, как оказалось, не зря. Буквально через минуту ливануло, как из ведра. Так, ребятки, едем решать проблему с телефоном. Ну и дождь нас поймал тут на улице. Ливень тропический, и решили спрятаться в ресторанчике небольшом. Кстати, классный ресторанчик, виды тут такие обалденные открываются. Ну и заказали мы мамошки, пельмени, не пельмени, мини-манты. Там внутри что там, шпинат и еще что-то еще сейчас будем пробовать. Это соус. Соус, кстати, обалденно вкусный. И салатик, овощной салат с тунцом, да, с тунцом. Дайте я попробую, мамошку. Это сыр и шпинат. А, нет, не могу сказать, что это, но очень вкусно, очень рекомендую.
Официант не сдал ни английского, ни русского языка. Заказ мы сделали без проблем. А вот в момент расчета возникла забавная ситуация. Вместе со счетом парень принес нам банку с разноцветным дрожжи. Выглядит как что-то съедобное. Но как это есть? Куда насыпать? Да и что это вообще? Мы долго не могли понять друг друга, пока он не показал жестами, что это насыпается прямо на руку и потом в рот. Оказалось, что это освежитель дыхания. Индийская замена нашей жевательной резинки. Внутри глазури душистые специи. Анис, тмин и что-то еще. Вкус необычный, но довольно приятный. Пока мы обедали, дождь закончился. Мы снова в пути и уже совсем близко к цели. Движение в Мапусе намного оживленнее, чем в Марджиме. Соответственно, и гудят здесь еще больше. Стоя на светофоре, мы привлекаем внимание местных. Вон пацан нас откровенно рассматривает. Ну, здесь уже ничего на русском не написано. Место, где живут местные жители. Ну вот мы и у цели. Но продавец провожает нас к соседнему павильону и просит подождать. Мы присоединяемся к уже ожидающим мужчинам и очень надеемся, что здесь нам помогут. Technician not there. Monday. Monday? Yeah. Магазин открывается, но и здесь облом. Похоже на какой-то детский квест. Найди место, и там тебе скажут, куда пойти дальше. Слава всем индийским богам. Мы нашли мастерскую, но специалиста нет на месте. Продавец звонит и говорит, что он сейчас подойдет. Мастер почистит телефон здесь? Yes. Неужели? Мой телефон наконец доехал до своего спасителя. Ждем. Очень серьезный мастер. Разобрал телефон прямо при нас, просушил его, собрал, проверили, все окей. Аж от сердца отлегло. Это он склеил его, чтобы осталось это. Fixing. Где? After 1 hour. В принципе, недорого, ребята. Я молодец, пацан, молодец, быстро. Полчаса, да, бах, разобрал, почистил, посушил. Все склеил. Thank you, sir. Молодец, спасли нашу классу. Едем дальше на ночное время. Thank you. One selfie. Ау. Ну и, конечно, селфи на память. Индийцы это очень любят. Домой возвращались уже по темноте, но это мелочи. Главное, что телефон в порядке. А сколько еще впереди? Подписывайся на канал Хроники Кочевника, чтобы ничего не пропустить.